урод, играешь в игры, на ставочках балуюсь. Мне теперь нечего есть. На инте только ВП, как-то скучно. Так меня никто не зовет. Ну, я ж не думал, что чувак дебил. Просто на картах играла в доту. Баны за дело. Сказал, что ты Валера. Я лучший стример Твича. Всем привет, друзья! Мы приехали в гости к одному из самых популярных стримеров РУ комьюнити Твича. Его зовут Олег Бочаров, и он уже встречает нас на Белгородском вокзале. Никогда еще герой не встречал нас сам на вокзале. Это высочайшая честь. Четко, это Белгород. Для меня и для Жекича. А куда ты нас привез? Покушать. Покушать, да. Мало того, что встретил, еще и покушать привез. Конечно. Супер. Ты сейчас, мы когда сюда ехали, ты сказал, что вообще удивительно рано для себя даже сам проснулся. Когда ты обычно просыпаешься? Часиков в 4, в 5, вот примерно это время. Угу. То есть обед у тебя в 2? Обед у меня в 6. Вечера? Нет, завтрак у меня в 6, обед у меня в 2:30 ночи, где-то в 3. Обед в 2:30 ночи. Человек живет по американскому времени. Да, и нормально живу. А вот ты когда просыпаешься, у тебя есть какие-то утренние ритуалы? Знаешь, типа, не знаю, позвонить родителям, там какой-то здоровый завтрак, зарядочка. Ну, какие у тебя утренние вот традиционные ритуалы? Ну, родителям, не знаю, с родителями я созваниваюсь на самом деле крайне редко. Хотя они живут в 10 минутах от меня, но и вижусь редко, и созваниваюсь редко. Вот. Ритуалы — это просто там посмотреть соцсети, там ответить на сообщения, потому что за ночь там много людей пишут, и кому-то там ответить, потому что иначе на стриме потом начнут: вот ты, сука, я тебе писал, а ты не ответил. Ой, ты отзывчивый, да, получается, стример? Ты отвечаешь? Ну, конечно. И тебе можно написать даже вот... Ну, у меня открыта личка вообще, то есть ты в друзьях не должна даже у меня быть, чтобы мне написать. Ты еще сказал, что ты вообще довольно редко куда-то выбираешься из дома. Ну вот насколько редко? Ну, по-разному, иногда раз в неделю, иногда бывает даже раз в 2 недели. То есть все зависит, ну, сейчас зима, как бы зимой, ну, это Белгород, что мне тут делать? То есть могу вот сюда приехать, там, борща покушать. Вот. Ты в одном из декабрьских стримов своих говорил, что родители больше с тобой не живут, ты теперь живешь отдельно в их квартире. Ты купил им квартиру или как? Нет, они просто еще когда я в универе учился, они строили дом себе загородный. Вот. Ну и так получилось, что как раз вот я доучился, начал стримить, они еще жили какое-то время со мной, но было очень тяжело, потому что, ну, я как бы на стриме громко разговариваю, и я постоянно, у меня сестра маленькая еще, и я постоянно из-за моего голоса, там, либо мама проснется, либо сестра, и просто было уже невозможно находиться вместе, и они как раз достроили дом, ну и пришли к выводу, что они уедут, а я останусь. Я знаю, что у тебя довольно непростые были на начальном этапе отношения с папой, именно из-за твоего увлечения играми. Какие сейчас у вас отношения, когда вы Сейчас у нас хорошие отношения, ну, он понял, чем я занимаюсь. Просто когда раньше я просто играл в доту, и не было такого масштаба развития доты, и то, что я там зарабатывал с этой игры, это были какие-то лан-турниры в городе, там в том же Харькове ездил, Воронеж, Курск. То есть вот какие-то такие победы, и это не особо много денег приносило. Ну, мне, в принципе, как студенту, школьнику мне хватало, но батя, конечно же, он смотрел, типа, и говорил: вот, блядь, что ты будешь до 40 лет играть, там, начинай уже. Ну, и он видел, что я особо не увлекаюсь учебой, там, то есть мне это не интересно, я просто сижу сутками в компьютере. И поэтому дома для меня было вот самое сложное, это было играть дома. То есть я всегда ждал, когда у меня отец куда-то уедет. У меня отец, слава богу, он постоянно в командировках был, куда-то уезжал, и как бы, когда он уезжал, я спокойно мог играть. Когда он приезжал, доходило до такого, что вот мы с командой играли какой-нибудь турнир, и посреди турнира просто ко мне батя в комнату заходит, и говорит: все, надоел играть, просто забирал роутер и уходил. И мне приходилось писать моим тиммейтам, чтобы они как-то оттягивали игру. Я брал клавиатуру, мышку, сумку и ехал в компьютерный клуб доигрывать турнир. То есть это могло быть в 9 вечера, в 10, там, в разное время. Ну да, я вот слышала как раз эти истории, и у меня такой вопрос тоже возник сам собой. Ты ни разу не говорил с папой уже по прошествии какого-то времени, что: пап, ну вот знаешь, в какой-то степени, возможно, ты заруинил мне карьеру профессионального игрока? Да, я ему это говорил, но на самом деле, может, оно и к лучшему. Просто, не знаю, я сейчас получаю такое удовольствие от стримов, что, в принципе, вот, знаешь, я поймал себя на мысли в один момент, что мне не хочется
быть профессиональным игроком. То есть поначалу мне хотелось, потому что я с многими людьми, которые сейчас на просцене, я с ними и в команде играл, и против них тренировались. Там, С кем, например? В команде играл? Ну, вообще, да, с кем тебе приходилось тогда в те годы играть, тренироваться, встречаться в играх? Ну, блин, я много с кем, вот с теми же с ВП, с Нуланом, с Рамзесом, с Пашей, мы еще играли, когда про-серия была на Старладере, мы постоянно играли с ними тренировки, то есть, ну, они тогда еще были не подписаны никем, вот, с Алохой играли на лане, на лане Харьковском, с Ванскором играл в команде, еще до того, как он в Rockskis попал, мы где-то месяца 2, наверное, команда у нас была, мы тоже всех убивали, а потом его позвали в Rockskis, и он просто ушел. Ну, понятное дело, он правильно сделал, потому что там зарплата, там все дела. Да. Вот, то есть, поэтому много с кем играл, и тогда мне очень хотелось, и я понимал, что я могу, то есть я был сильным игроком тогда. Сейчас я понятное дело, что не играя на высоком рейтинге, я не могу конкурировать там, но мне этого уже и не хочется, вот и все. Ну и то есть вы с отцом это уже спустя какое-то время Ну, я просто обсудили? ему сказал, что ты Валера, типа, и вот, и зря исполнял. Папа вообще, я так понимаю, очень много уделял внимания твоему воспитанию, дисциплине. Нет, бывало такое, что я отца видел раз в месяц. Из-за работы? Да, то есть он работал, он постоянно ездил, у него командировки, он то в Харьков, то в Москву, то еще куда-то, и это были самые классные моменты. У меня наоборот, когда бати не было, я кайфовал, я мог играть, да, потому что мама особо мне не могла запретить играть. Да. Ну, смотри, при этом, возможно, благодаря папиным стараниям, ты один из немногих вообще и стримеров, и людей в киберспорте, который имеет высшее образование, законченное. Ну, кем папа хотел тебя видеть и кем ты сам хотел я стать? не знаю, кем он меня хотел видеть, то есть не было такого, что вот там будешь этим-то. То есть я поступил в универ, просто вот у меня куча одноклассников пошли там вот в университет на один факультет. Ну, да. И я решил просто тоже пойти, то есть я не особо понял, у меня не было, знаешь, какой-то мечты там быть кем-то. Вот, мама у меня врач, она хотела, чтобы я врачом был. О, это жестко. На медицинский пошел. Но я понимал, что если я пойду в медицинский, там учиться надо. А учитывая, как я учился, то я бы вылетел, наверное, на курсе на первом. И я когда учился, я больше играл в доту в это время. То есть бывало такое, что я в универ там мог месяц-два не ходить. Потом, у меня даже стратегия была. Я два месяца не ходил, а потом 2 месяца ходил и Хорошо все это. учился. Да, и все это делал. Стримил еще и во время того, как я учился в универе. Вот. Ну, как ты знаешь, к стримам пришел вообще случайно. То есть у меня не было, опять же, какой-то мысли, буду стримером. Такого понятия не было. Да. То есть я просто играл в доту, и все. Ну, хорошо, диплом ты, тем не менее, получил. Диплом получил, да. и самое интересное, вот единственное, что я сделал, я сам диплом сделал. То есть я его не покупал. Красавчик, Вот. я тоже. Родители, что они думают по поводу твоего нынешнего, ну, можно сказать, успеха? То, что ты вот в том, что тебе нравилось, в том, чем ты любил заниматься, состоялся? Ну, блин, до сих пор мама говорит, вот, лучше бы ты, я же потом в аспирантуру еще поступил. Вот, и лучше бы ты, вот, блин, конечно, был преподавателем, ходил бы, там, пары вел. Ну, то есть мама еще этого до конца не понимает. Но, в общем, все стало намного лучше, чем раньше. То есть раньше у меня каждый вечер были скандалы, там, что вот, там, чуть ли не это, блин, меня чуть ли батя из дома не выгонял, говорит, ты, типа, урод, играешь в игры, вон там, сын маминой подруги, там. Вот, да, родители, они руинят вечно. Ты живешь сейчас, получается, со своей девушкой, с Алиной? Да. Как давно вы вместе вообще, в принципе? 2 года. Угу. И вы, 2 года сразу будет. начали вместе жить? Ну, почти сразу, да, через где-то, может быть, месяц. Расскажи, пожалуйста, как вы познакомились? Просто учитывая твой образ жизни, ты сидишь все время дома за компом, как вот люди такие находят себе девушку? Да, случайно это произошло. Как бы я просто лазил по Твичу, увидел просто стрим, зашел, что-то посидел, пообщался. Ну, девочка, смотрю. Очень красивая. Да, смотрю, девочка красивая, просто милая. Пообщался, зашел, ну, как бы без всяких мыслей, просто пообщался. Зашел потом еще раз зашел. Нахуй добавилось. Ну и начали общаться. Ну и как-то так получилось, что решили встретиться. И я поехал к ней. В Воронеж, да, Да, если не Воронеж, ошибаюсь? да. Общались мы, может быть, месяца 2. Потом я поехал туда, и еще, наверное, через месяц или 1,5 она переехала ко мне. Потому что, ну, мне туда ездить как бы было сложно, потому что за рулем долго. Он мог приехать утром и тут же вечером уехать, а это 300 туда, километров 300 обратно. Соответственно, так продолжалось, все лето, можно сказать. В итоге осенью, в сентябре мы поехали отдыхать, и после отдыха он забрал меня к себе. У меня до этого никогда не было опыта проживания совместно с молодым человеком, и я сказала то, что хочешь, чтобы я уехала? Отпрашивай. Папа тогда был в командировке, и он приехал в Воронеж. Встретили мою маму с работы, они познакомились как раз, и я говорю, ну давай.
Ну и он к маме: я тут Алину хочу забрать, можно? Мама такая: ну не знаю. Он такой: ну ладно, ладно. И, в общем, вот так, да, меня отпустили. Сначала я буквально на неделю уезжала, потому что вообще первый мой отъезд в другой город, проживание с молодым человеком, то есть для меня это вообще был, я приехала, ничего не знаю, никого не знаю, у меня тут никого нет. Ну а потом потихонечку уже насовсем переехала. У меня тут, кроме Олега, вообще никого нет. Ну, только его друзья, соответственно, только когда с ними встречаемся, тогда и с кем-то видимся. А так вот у меня Олег за друга, за парня, за подругу и за всех вообще. Но он все, если что, решит за меня. Если что-то, я бегу к нему. Что-то заболит, пальчик, зуб. Олег, у меня заболело, иди сюда, все вылечим, все будет хорошо. И вот, да, за такой позитивный настрой, за такое отношение я его и люблю. Смотри, я заметила такую тенденцию, что Алина на своих стримах о тебе говорит свободно, открыто и как бы часто тебя упоминает, а ты как-то вот никаких лишних как бы слов не допускаешь до себя. Я Почему просто так? считаю, что как бы личная жизнь, она личная жизнь. И зачем? То есть зачем? Какая вообще разница зрителю там? Есть у меня девушка, нет у меня девушки. Там. Мы не афишировали никогда вот прям то, что вот, смотрите, я там не писала в заголовках стрима то, что люблю стрей или что-то такое для привлечения внимания, нет. Там, если посмотреть даже Инстаграм, у нас последние фотографии совместные, у меня это в ноябре, у него так вообще в прошлом году, наверное. То есть даже многие заходят ко мне и говорят: а ты со Стреем, что ли, встречаешься? Ты с Олегом? Да ну нафиг, мы думали, что он из наших. Ну, как всегда чат говорит. Она стримит что? Она стримит все подряд. То есть и ИРЛ? И РЛ, и PUBG, и Доту, там что-то она не стримит. Угу. А вот она сама, может быть, у нее было такое, что она вот начала замечать: о, вот мы начали встречаться со Стреем, и у меня пошло-поехало, подписчики стали прибавляться. Нет, такого? нет, у нее просто, есть люди, которые знают, аудитория. которые, да, своя аудитория, есть люди, конечно, которые от меня пришли. Ну, то есть, да, понятное дело, был рост. Когда, допустим, мы попадались с Олегом один раз в катке, куча народа перешло от него ко мне, то есть у меня был онлайн порядка там 700-800 человек, то есть для меня это огромный онлайн. И все начинают писать, я сразу начинаю чувствовать такую ответственность, что, блин, я-то играть-то не умею, и все что-то от меня ждут. И на самом деле вот это очень переживательно, когда куча народу заходит к тебе и начинает от тебя чего-то ждать. Получается, что вы такая пара стримеров, и такие есть, и вы не единственные. Какие плюсы в этом, какие минусы? Ну, плюсы — это общая тема, то есть есть много общих разговоров, там всякие, она в игры играет, я в игры играю, общий график один. Минусы — то, что он кричит иногда, и это слышно у меня. На Твиче ты отвечаешь за доту, при этом практически не посещаешь турниры, как мы только что с тобой обсудили. Даже в качестве гостя редко приезжаешь. Почему? Так меня никто не зовет. Реально? Тебя ни разу не звали в Нет, студии никакие? нет, студии мне писали, по-моему, Рухаб когда-то писал, и что такое, но я не пошел, мне предлагали комментировать что-то, по-моему. Но я не комментатор, мне это не, я от этого кайф не получаю. Я знаю, что ты следишь за про-сценой, за мажорами. Какие команды выделяешь для себя сейчас? Я вообще не слежу за какой-то одной командой, я просто смотрю за игрой, сильно сейчас играют вот Liquid и ВП. То есть остальные за остальными как-то PSG, LGD что-то подсдулись, но я не могу сказать, что я слежу за ВП, слежу за Liquid, я просто смотрю игру и на ставочках балуюсь. Какие примерно у тебя прогнозы на вот этот игровой сезон? Как думаешь, кто вырвется вообще вперед, кто, может быть, совсем уйдет на задворки? Мне, в принципе, все равно хочется только Нави, чтобы попали на инт, чтобы было интереснее инт смотреть, потому что когда на инте только ВП, как-то скучно. Как там пишется это? Нави, Валет. Ты знаешь, что многие игроки из про-сцены отправляют своих зрителей к тебе учиться? Конечно, правильно делают. Кто твой среднестатистический зритель? Сколько ему лет, чем он занимается, почему он тебя смотрит? Как я не знаю, на самом деле, когда я начинал стримить, у меня аудитория была в основном, школьники были. Сейчас я не могу сказать, то есть я сейчас даже ВКонтакте, если зайду в статистику группы, у меня люди до 18 лет 13%. То есть у меня в основном аудитория, я бы сказал, много аудитории 18+. Понятное дело, есть школьники, которые спамят в чат всякую херню, без школьников никуда. Но моя аудитория, в принципе, это, я считаю,
преобладает 18+. К нему заходят люди почилить, то есть отдохнуть под пивасик, как они говорят. То есть потому что там атмосфера дружелюбная. Олег никогда, ну он старается, по крайней мере, не ругаться на тиммейтов, с ними не ругаться. Если уж там откровенно идет вообще жесть, то да, он там может кому-то что-то ответить, и то он это не будет делать со злом, он это в шутку как-то перевернет все. Ты связывался с тем щедрым донатером, который тебе там просто начал в какой-то момент спамить по 50к подряд друг за другом? Ну как, я с ним именно в соцсетях не связывался, просто он мне предлагал то, что он приедет в Белгород, там как-то, если у него будет время, там Уже после этого, да? Да, уже после этого посидим, я сказал окей, но у него не получилось, он не приехал. То есть так я с ним не общался, но с многими донатерами я, естественно, то есть не с ним конкретно, общался ВКонтакте, там даже один человек ко мне приезжал, мы с ним пиво попили, в ирландском пабе посидели. Вот такой мужик приехал, там лет 35, наверное, такой бородатый, усатый, там он был каким-то, каким-то на заводе работал, но он был каким-то там, шишкой, короче, какой-то. Вот, но он и сейчас есть. Вот приезжал, да, вот один раз общался. Он тебе объяснил, почему он донатит? Ты вообще как ты думаешь, почему такие люди? Кто эти люди? Почему они тебе донатят? Он мне сказал просто, что вот я лазил по стримам по доте, ну и как бы куда ни заходил, везде какие-то школьники, кто-то горит, кто-то какую-то херню несет. Говорит, а ты типа, трезво мыслишь, там, тебе вроде бы, мне тогда было 25, тебе 25, и у тебя мышление, там, ты как-то рассуждаешь, как будто те там, немногие люди в моем возрасте, говорит, так размышляют. Ну и типа мне вот это понравилось, вот я и сижу, интересно посмотреть, как ты играешь. Угу. Слушай, у тебя довольно большая аудитория, и тебя постоянно смотрят там 10к и выше. Ты чувствуешь ответственность перед своей аудиторией за то, что ты говоришь на стримах? Ну, конечно. Как бы я... я не то, что как бы фильтрую базар, скажем так, когда стримлю. Просто я понимаю, что людям-то примерно надо подавать нормального. Как бы самое главное — это быть нормальным человеком, вот и все, а не вести себя как урод. Это самое главное. Ну вот смотри, сейчас будет такой скользкий момент. О хорошем примере. Есть у тебя одно пятнышко на солнце, был у тебя конфликт с девушкой. Я тебе сейчас процитирую то, что ты ей ответил. Я лучше посажу твою маму и выебу твою мамашу. Мамашу твою выебу. Я думаю, что могу твою мамашу выебать, а потом тебя следом и так далее, и так далее, и так далее. Это могло быть, но то, что я кому-то это писал... Не писал, именно говорил. Вот, если говорил на стриме, вполне могло быть. Так ты чё кричишь? Заткни ебало, ты можешь посадить свою маму и рассказывать своей маме, как нужно играть. Так я твою маму посажу лучше. И выебу. И выебу просто твою мамашу. Просто мамашу твою я думаю, выебу. это не так сложно. Я думаю, могу твою мамашу выебать, а потом тебя следом. Девушка, которая просто на картах играла в доту и покрывала меня хуями, потому что я ей помогал играть. Я говорю, сделай это. Она говорит, завали лицо, вот, там, мамашу твою. И она начала мою мамашу, проверять. Я понимаю, что встречаются довольно часто быдло-бабы, сама горю от таких, но... Есть небольшой риск, ты мужчина в публичном поле, и если бы мы с тобой находились сейчас в Америке, и ты бы стримил в Америке, и тебя бы там все знали, ты бы мог какие-то проблемы понести за такие вот высказывания в адрес девушек, как думаешь? Нет, я, если бы жил там, я бы такого не сказал. Я ж как бы, почему меня на Твиче не банят? Потому что я фильтрую и не допускаю этого. То есть просто я понимаю, что у нас за это ничего не будет, но опять же, это в формате рофла такого. То есть я не серьезно это говорю. Понятное дело, если бы я жил где-то и были какие-то определенные правила, то я бы так не сделал. По моим грубым подсчетам, ты зарабатываешь на своих стримах в месяц где-то около 15 тысяч долларов. Ну, это так вот прям, если совсем грубо посчитать. На что ты тратишь, на что ты копишь? Вообще, куда деньги деваются? Никуда, ни на что не коплю. Трачу, покушать, там, борща могу пойти. То есть, особо дешево. Да, вот, особо никаких затрат нет, потому что, мне, в принципе, ни на что не коплю, то есть у меня нету какой-то цели на что-то накопить. Ты, в принципе, довольно аскетичен в целом. Ты носишь одежду Твича, особо ничем не кичишься, да, довольно обычную жизнь ведешь. То есть просто тут же главное, понимаешь, от людей зависит. То есть кому-то нужно больше денег, чтобы что-то хочет машину, яхту себе, там, вертолет и так далее. То есть все зависит от твоих желаний. А если тебе этого не хочется, у тебя деньги есть, но вот мне, например, зачем мне на что-то тратить, если мне это не интересно и мне это не хочется. То есть да, я могу куда-то поехать, там, отдохнуть или поехать на какой-нибудь мажор куда-нибудь в Европу, да, при желании, опять же. То есть я могу это сделать, желание будет, я сделаю. Ненужные вещи, зачем на них тратить деньги? У тебя, кстати, и машина довольно скромная, обычный автомобиль. Обычный, а зачем мне лучше, если я езжу раз в неделю, это в лучшем случае. Я в год заправляю 3 раза. 2 или 3 раза, и мне хватает. Вот я
перед тем, как вы приехали, позавчера машину помыл. Я ее полгода не мыл, она была там Это грязнючая. приятно. Как ты отрываешься? В смысле, я отрываюсь после стрима во что-нибудь поиграть могу. Это для меня... Ладно, поиграть, но такая- какие-то прям супер отрывы бывают у тебя, что вот, друзья, все Ну, бывает покер дома можем поиграть, там, под виски, под музычку, просто посидеть в покер, поиграть, это просто круто. Как раз у меня есть покер именной. Иногда вот летом было, когда еще с Украиной все было хорошо, ездил в Харьков 2 раза, мы там собирались Алоха, Ваня Артстайл, Дубас, ну и там еще некоторые люди, мы просто приходили вот в такое заведение, ну, на летнягу садились и всю ночь в покер играли. Как тебе Солохов в покер играется? Ну, хорошо играется. Щедрый, да, игрок? Ну, щедрый игрок, он зашел за стол, сразу поздоровался со всеми на минус 15. Нормально. Самая-самая сочная рыба за столом, с которой я играл. Знаете, мне всегда хотелось сливаться с тем, что я делаю, будь то монтаж или катка в доту. Я мечтал, что однажды появится мышка, которая станет продолжением моей руки. И вот она в моих руках. Мышечка Omen by HP. Благодаря ультрабыстрым оптико-механическим переключателям время отклика составляет всего лишь 0,2 миллисекунды. Это в 3 раза быстрее, чем все мы привыкли довольствоваться. Теперь с ресурсом в 50 миллионов нажатий рейтинг можно набивать до бесконечности. И делать это красиво, с подсветкой RGB более 16 миллионов цветов. Внутри этой мышки не просто сенсор, а настоящая геймерская разработка. Pixar 3389 отвечает за производительность, скорость реакции на движение и эффективность работы на разных поверхностях. И самое приятное, для таких олдов как я, у этой мышки есть регулировка угла поддержки ладони. А это имеет значение, когда ты проводишь за компьютером полжизни. Короче, батя плохого не посоветует. Хочешь такую же? Переходи по ссылке в описании. А теперь иди и досмотри этот выпуск. Привез нас Олег в какое-то живописное место в центре, да, это получается Ну, находится? да, грубо говоря. Что это за место? Ну, это университет, Белгородский государственный университет. Я вот заметила, что ты по городу передвигаешься на машине. Давно она у тебя появилась, вообще первый автомобиль? Ну, в универе еще когда учился, мама старый автомобиль мне отдала, и я на нем ездил. Угу. Вот. Ну, это было года, наверное, лет 5 назад. Что за тачка была? Citroёn C4. А это когда появилась? Это в 2016 в марте. Что ты обычно в машине слушаешь, какую музыку? То, что на стриме. У меня плейлист играет со стрима. Ну, у тебя на стримах просто бывают какие-то совсем дикие врывы. Не-не, я не про врывы. То есть врывы понятно. То есть именно мой плейлист, который из группы ВКонтакте. То есть именно моя музыка. То, что ставят, ну, я же ее не могу слушать. Это YouTube. Я с YouTube не слушаю музыку. Вот, слушаю с ВКонтакта. А ставят различные треки. Вот что самое отбитое приходилось слышать на своем стримчанском тебе? Блин, ну это относительно недавно появился чувак, который просто начал донатить клипы. Там «Плюнь мне в жопу», там песня про это, и там ты засадишь ей в очко, она тебя в СИЗО, и вот это вот понеслась. То есть, ну, трактор — это уже классика, там трактор с животными приезжает часто. Попробуй отгадай, кто же песенку поет. Мы с тобой сейчас в кафе разговаривали немножечко о покере, об игрулечках. Ты азартный человек? Ну, скорее да, чем нет, но я за своим азартом слежу, то есть я в меру азартный человек. То есть вот у меня есть лимит, который я понимаю, вот я ставки делаю, я даже как делаю, вот если я 15 тысяч выиграл, я 15 тысяч вывел сразу, потому что я понимаю, если у меня будет на балансе много, я начну гулять.
Я заметила, что ты довольно часто публикуешь скрины своих выигрышей на сайте своего беттингового спонсора. Там ставишь по 2, по 3, по 5К. Ты на свои деньги играешь? Да, конечно, конечно. У меня предлагали, то есть как беттинги работают. Они тебе Да-да-да. предлагают два варианта. Они тебе предлагают либо первый вариант, мы сделаем тебе фейковый аккаунт, на него скинем там, кучу денег, и ты просто типа ставишь, но это неинтересно для меня. То есть я как бы сам ставлю, поэтому я сразу сказал, что типа я создаю свой аккаунт, свои деньги ставлю, то есть, ну, чтобы у меня был азарт, потому что по-другому неинтересно ставить. То есть я понимаю, что это фейк какой мне это неинтересно просто. Слушай, мне вот как амбассадору по рематчу частенько пишут в личку люди, что вот, я там поставил, и я проиграл на ставках, и у меня нет денег, ты должна мне возместить. У тебя нет такого, что... Есть такое, но я сразу людям, я когда ставлю, я говорю, что типа, вот у меня спрашивают, там, вот на кого поставить, вот будут играть там на мажоре, ВП и кто-то там. Я говорю свои мысли, говорю, вот я там на этот матч ставить не буду. Почему? Потому что были люди, которые мне писали, вот когда там мне спрашивали, там, на кого поставить, там Нави кто-то играет. Я говорю, да, те там должны точно выиграть. В итоге, ну, я ж не думал, что чувак дебил. Ну да. И в итоге мне чувак после этого матча, а тот, на кого я искал, но они проиграли каким-то образом. Я ж как бы не Нострадамус, я ж не могу сказать, что кто выиграет. Это спорт все-таки. Вот. И чувак мне потом пишет, вот, я поставил всю зарплату, 30 тысяч, мне теперь нечего есть, и я брал кредит, короче, не мог бы ты мне сколько можешь скинуть, там, все дела. То есть, ну, я как бы таким людям сразу говорю, то есть я даже на стримах говорю, что как бы ставьте ту сумму, которую вам будет не жалко проиграть, в том плане, то, что вот ты ее проиграл, и у тебя есть что кушать, есть, ну, как бы ты не все ставишь. Самая большая сумма, которую тебе удавалось выиграть не за один раз ставок, а вот, например, за время турнира там, по Доте или там, за время UFC. Ну, сейчас тебе расскажу. Вот был International, когда играли в финале PSG LGD и ОГ. Вот. И я поставил, у меня было в банке, у меня было 20 тысяч 400 рублей или 20 700, что такое. И я на первую или на вторую карту поставил на PSG LGD 20 кэсов. Я был очень уверен в их победе. Ну вот прям я смотрю по пику, ну победа. И они проигрывают. И у меня остается там 700 рублей вроде или 400, ну что-то такое. И я, короче, подгорел, и я все думаю, сейчас проебаю все, и больше не заливаю деньги, и все, сгорел. И я, короче, начал алынить на все матчи. Ну там, играет там третья карта пошла, заалынил на одних, выиграл, там коэффициент 2. Следующая карта, заалынил опять там на ПСЖ, выиграли. И опять, все, что выиграю, все в алын иду, потому что мне похуй, я хочу проебать. И что, финал? И финал 35 тысяч. Я, короче, в итоге с 400 рублей сделал 35 кэсов, потому что я ставил на все. В итоге закончилась дота, у меня уже было на кошельке 1000, по-моему, 8. И потом следом в этот же день так получилось, что в это же время UFC шло. И я смотрю, там 2 боя осталось, и как раз 2 бойца дерутся, за которыми я слежу. И я на каждого поставил. Вот на одного заалынил, он выиграл, и на второго. И в итоге на выходе 35 кэсов я как бы, ну, отбил бабки, получилось. Еще и в плюсе. Что самого дорогого ты дарил своей девушке? Собрал компьютер ей, чтобы она могла стримить. Это идеальный парень стримерши, который дарит комп игровой. Все комплектующие выбирала себе сама я. Куча смотрела обзоров всяких разных, характеристики, там на ютубе видосы по сборкам, не сборкам. И пока он стримил, я вот целыми днями, у меня-то компа не было еще, я собирала себе все сама. В итоге с этим списком мы просто потом поехали и покупали мне компьютер. Сколько за всю свою жизнь, за всю свою карьеру ты пробустил аккаунтов? Примерно. Блин, ну это очень сложный вопрос. Наверное, аккаунтов 500, наверное. Но это вообще грубо, я не знаю, как это посчитать. Потому что, ну, грубо говоря, если у меня на моем мейн-аккаунте, на котором я играл до вообще стримов, до бустинга, на котором я как бы просто как бы играл для себя, у меня было на момент, когда я начал стримить, 11 тысяч часов в доте. И после этого я сейчас стримлю уже 4 с копейками. Ну, 4 года, грубо говоря. То есть у меня еще, наверное, 1020 часов. То есть, ну вот за 20 тысяч часов, я думаю, я много аккаунтов набустил. Как думаешь, почему люди вообще прибегают к таким услугам, к бустингу? Это же, ну, на мой взгляд, это как-то нечестно. Типа, ты же не сам это сделал. Зачем? Блин, да дело не в этом. Просто вот, например, ты играешь на саппорте, на низком рейтинге. Ну, то есть, в основном это саппорты. То есть, люди, которые играют на кор-роли, я смысла вообще не вижу. То есть, если ты задришь кор-роли и не можешь апнуть рейтинг, то проблема явно в тебе. А вот другие люди, которые играют на суппортах, они как бы не могут поднять рейтинг, потому что у тебя керри какой-нибудь дурак, ты его суппортишь, ставишь варды, помогаешь, все делаешь, а он просто фидит, умирает. И люди вот так год, 2 года играют на одном рейтинге, и они как бы сами понимают, что они суппортят лучше, чем там на 1000 ММР, но выбраться не могут, потому что сами на коре не играют и не хотят. Вот, например, человеку не нравится фармить, это же как бы его личное дело. И они заказывают буст, и очень много ситуаций, когда вот человек заказывал там с 2000 рейтинга до 4500, и потом мне писал в личку, там кидал скриншоты, что у него уже 5500, понимаешь? То есть это стереотип, то, что если ты забустил человека, то он вообще неадекватный дебил, который там рыгает в микрофон, ебет мамок и так далее. То есть это все стереотип.
То есть такие люди тоже есть, особенно на кор-ролях, которые, то есть да, они играют на 2000, не могут выиграть, идут на 4, ты им бустишь до 4500, до 5, и потом они идут и руинят игры, их все как бы гнобят. Но это уже люди такие, то есть они просто уверены почему-то, что у них должно быть больше рейтинга. А вот есть люди адекватные, которые играют на суппортах и, в принципе, не могут иметь больше рейтинга. Потому что дота такая, то что, ну, как бы на суппорте сложно выигрывать одному. И были клиенты, которым я по 5 раз бустил, по 6 раз бустил. То есть они как бы пытались свою удачу все снова и снова, но не получалось. Вот. Ну и пишут спасибо, что забустил, там некоторые пишут, что спасибо, вот я поднял рейд, стал играть намного лучше. А есть люди, которые пишут, типа, вот ты мне забустил до 4500, а тут то же самое. Я суппорчу, у меня керри дебил, ничего не меняется, во хуйня. Я как раз недавно озвучивала замечательную статью о тильте в доте, о морали, о том, как контролировать свои эмоции. Выскажись немножко на эту тему просто. Ну, это же очень важно. И это важно, люди. Просто люди не понимают, что от того, что они флеймят в чат на кого-то, типа там мамашу начинают приветствовать там и гнобить, от этого человек лучше не играет никогда. То есть человек наоборот, если человек еще, это тебе повезет, если человек спокойный, он просто закроется в себе и будет молчать, еще больше фейлить, потому что ты его напрягаешь. А в худшем случае, то есть тебе просто в ответ будут лететь, вы друг друга замутите и вообще никогда не выиграете. То есть просто нужно как-то, я не знаю, поддерживать, там, пытаться что-то скоординировать, там, что-то делать, а не просто как бы всех замутить, вот как люди играют, 4 замутил, мутал чат, мутал микрофон. Я так делаю, потому что невозможно. Мутал микрофон и все, играешь. То есть, в доту невозможно играть без коммуникации сейчас. Да. То есть, когда ты всех мутишь, тебе скажут, братан, вот ты стоишь на миде, всех замутил, тебе скажут, братан, тебя гангать идут, вот 2 человека смог нажали только что, а ты этого не видел, просто ты на миде стоишь, и ты этого не слышишь тоже. И в итоге тебя приходят, убивают. Из-за чего? Из-за того, что ты замутил, а ты потом тебя убили, и пишешь, где мисс, суки, где что. Хотя ты никого не слышишь, до тебя нельзя дописаться. То есть в основном это ошибка самих людей, которые так делают. Давайте жить дружно, друзья, и ваши ММРы взлетят до небес. Не, ну не факт, что взлетят, но хотя бы так просто комьюнити будет, в общем, более лояльное к... Просто, понимаешь, за каждую ошибку люди так горят, что как будто ты вот просто... Вы сидите, финал International, ты там ошибся, и все, пипец. Всего лишь 25 рейтинга, то есть люди учатся играть. А мы направляемся, как бы странно это ни звучало, в боулинг. Шары гонять. Шары гонять. Решили устроить баттл 2 на 2, значит... Стримеры против стримеров. Посмотрим, что получится. Ни мы, ни Олег с Алиной не играли в боулинг года 2. Поэтому сейчас будет красивое позорище. Короче, ребят, что происходит? В доте я отвратительный игрок, но у меня есть все шансы обыграть пару стреев, можно так сказать, боулинг. Что, Олег навыписывал нам страйков невероятных в боулинге. И я, собственно, про страйки хотела еще немножко поговорить. Как тебе вообще такая тенденция массовых банов на Твиче? Ну, естественно, я к этому негативно отношусь, потому что любой стример, каким бы он ни был, какой бы у него ни был контент, он не заслуживает того, чтобы его банили. То есть, как бы я понимаю, что много людей радуются, там, когда кого-то забанят, хейтеры в основном. Но все же, как бы, это человек, он занимается каналом, это огромная работа, это труд, это, грубо говоря, это жизнь. Ну, вот самые нелепые причины банов, которые ты знаешь, которые происходили, с кем ты знаком? Да вот все знают об этих банах, я считаю, что все эти баны нелепые. Вне зависимости от причины, там, либо слово запретное сказал. Такого не должно быть, но таковы правила Твича, и, в принципе, с другой стороны, стримеры сами виноваты, потому что, меня ж не банят за эти слова, потому что я, стараюсь соответствовать правилам Твича. Ну, а были же какие-то прецеденты, тем не менее, тебя же банили как-то? Нет, банили, но меня банили за дело. То есть, и за тут, что? Там, клип поставили, там, какая-нибудь оголенка, там, сиська и так далее. То есть, меня за это банили, я понимаю, что это моя вина, моя ошибка, я не доглядел, и баны за дело. Ну, с твоей колокольни, насколько вообще заботится администрация Ру-Твича о своих стримерах топовых? Ру-Твич нормально, то есть, мне Леша, например, как только выходит какое-то новое правило на Твиче, он мне сразу пишет, звонит,
говорит, что вот так и так, вот будь осторожнее, вот это говорить нельзя, то есть, в общем, не обозначивает все, я его слушаю, говорю, окей, понял. То есть, как вот это слово нельзя говорить, замени его на какое-нибудь другое нейтральное, то есть, чтобы не было прям вот на букву «П», ну, там можно там петушок, например, ну вот. От какого контента ты бы с радостью просто избавил Twitch? Девочки на Твиче, которые преподносят себя как не девочки. Вот. Я просто не понимаю, откуда их так много. Блиц короткий, готов? Да, давай, готов. Папич или Алоха? Папич, Фортич или Апекс? ни то, ни другое. Почему? Ну, и то говно для меня. Лучший стример Твича? Понятия не имею. Ну, в целом, вообще всего Твича, неважно. Ну, если по количеству подписчиков, то ниндзя, наверное. А так, я не знаю, я особо не смотрю стримеров. То есть я могу зайти какое-то время, там, посмотреть 5-10 минут. Ну, так, чтобы я кого-то залипал прямо и смотрел, такого я за собой не замечаю. Пусть я лучший стример Твича, правильно? Правильный ответ, почему нет? Секс или катка в дотку? Блин, сложно совмещать. Можно так? Можно. Хорошо, принято. Рухап или мейнкаст? По настроению. В зависимости от того, кто в эфире. Старладер. Смотря какие таланты в эфире. Вот, и... Например, когда вот какие таланты должны быть в эфире, чтобы ты не переключился? Блин, не знаю, могу Хвоста послушать, там какие-нибудь рофлы, Дреда могу послушать, НСа могу послушать. То есть, ну, рандом, от настроения зависит. ПГГ могу шутки там что-то послушать. Про гвозди, да. Да. ВП или Нави? ВП. 3 игрока, против которых ты бы зарубился 1 на 1. 3 игрока. Вжилинг, Немезис и... Блин, третьего даже сложно сказать, но я не знаю, кто третий. Оставим. Слот пустой. Третий слот пустой Да, пока да. что. Раз уж мы добрались к тебе в Белгород, сейчас есть отличная возможность наш канал, этот выпуск использовать как площадку. Может быть, есть что-то то, что ты давно хотел сказать, какая-то мысль, какое-то заявление, не знаю, обращение к твоим зрителям. Пожалуйста. Ну, привет всем зрителям, донатерам, топ-донатерам. И надеюсь, вам понравится выпуск. Ну и, в общем, не горите в катках, будьте добрее и всегда жду вас на стриме. Подписывайтесь, конечно, на канал, не только на мой, но еще и на канал Mrs. Marple.